Всем привет! Меня зовут Ева, и я вас приглашаю в свое новое парфюмерное видео, которое для меня очень важное и нужное. Надеюсь, что оно вам тоже пригодится и вам будет весьма интересно послушать. Дело в том, что я нашла, я считаю, самый бюджетный аналог такому разрекламированному, такому для кого-то великому и прекрасному, а для кого-то великому и ужасному Ганимеду. Этот аналог от бренда Ethipe Parfum. У нас в Минске много островков, где можно купить эту аналоговую парфюмерию. Но я хочу сделать акцент и сравнить именно этот вот аналог с Ганимедом. То есть мы детально с вами поговорим, насколько похож этот бюджетный аналог на Ганимеда. Может ли быть вот этот вот аромат достойным аналогом Ганимеду? Я очень хорошо познакомилась с этим ароматом, разносила его, проверила и на своей холодной коже, и на горячей коже своего мужа. Покупала я вообще вместе с сыном, тоже спрашивала его мнение об этом аромате. Он уже довольно-таки у меня взрослый, разбирается. И действительно в этом видео я хочу рассказать свое мнение по всем пунктикам. Нужно ли растрачиваться на Ганимеда, а также тоже довольно-таки дорогие его аналоги. Например, в последнее время известные парф-блогеры рекламируют Arabian Wind Glize. Да, там красивая упаковка, но есть же более бюджетный аналог, которым можно насладиться. И, как я сказала, что я купила этот аромат на островке, гуляла по торговому центру столицы, и мне не давало покоя этот аромат. Я давно его высматривала, он недавно у них появился. Вот в таком вот пакетике идет этот аромат. Кстати, пакетик очень вкусно пахнет и тоже напоминает аромат этого Ганимеда. Я балдею. Что касается этого бренда Ethipe Parfum, кто не знает, это такой бренд, он уже около 5 лет на рынке, там представлено где-то более 200 ароматов, причем есть обычные ароматы, люкс, для меня это обычный, или еще люди любят называть его, или вот у меня есть знакомый, он покупает в основном такую дорогую парфюмерию, он называет люкс попсой. Также в Ethipe есть селективные ароматы и их эксклюзивные. Также, если почитать подробно их инстаграм и вообще описание этого бренда, то партнеры в производстве это такие известные, даже для себя выписала, парфюмерные дома, как Argerville или Ergeville и Main. Я подпишу. И что удобно, что вот я купила аналог Ганимеда под кодом B1 вот в таком формате 15 миллилитров. Ганимед меня околдовывает. И да, этот любовничек Зевса в моих ручках благодаря Ethipe Parfum. Очень я довольна, что приобрела в таком объеме. У них не только можно купить 15 мл, также есть такие размеры, как 30 мл, 50 мл, 100 мл. Но вот чтобы так досконально познакомиться, я купила себе вот эту баночку. Кстати, у меня есть также еще один аромат от Ethipe Parfum. Я очень довольна их упаковкой, как ни странно. Она даже у меня падала на пол. Когда Dolce Gabbana когда-то у меня разбилась, то вот эта вот упаковочка, она упала на пол, еще стукнулась вот тут вот у меня стеклянная дверь и не разбилась, представляете? Целехонькая. Я так удивилась. Ну, естественно, мне нравится аромат от Ethipe Parfum, я уже много тестировала, и когда я на блотере почувствовала этого Ганимеда, я поняла, он меня все-таки взял в свои сети, этот холодный мальчик, этот Зевс, а может быть спутник, то есть не Зевс, а любовник Зевса. Ну и давайте же будем по пунктикам рассказывать. Кстати, ссылки на вот этот вот Ethipe Parfum я оставлю в инфобоксе.
Если кому-то интересно, но дело в том, что я от души вам говорю, что вот кто боится этого аромата, он такой вот разрекламированный, кто-то хорошо пишет, кто-то плохо. Ну, по всем описаниям, если пишут плохо, мне сразу надо, это значит, мне понравится. И я поняла, это мое, это волшебство, он просто меня влюбил в себя. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной, давайте дальше разговаривать о нем. Приятного просмотра. И начнем сначала с Ганимеда, с оригинала, то есть Марк Антуан Боруа, Ганимед. Я давно хотела его попробовать, он очень популярный, он более популярный, чем вот это вот Баккара, и даже более популярный, чем Том Форды, на мой взгляд. Он индивидуальный, он ни на что не похожий, Ганимед, вот лично для меня. Он действительно такой необычный, странный, очень стойкий, шлейфовый. Причем у Etude Parfum тоже все ароматы, они очень стойкие, шлейфовые. Я не просто так говорю. Даже вот у меня есть вот тетрадка, подсказки. И я тут выписываю, чтобы не копаться в телефоне при вас, записываю также на телефон я звук и буду сюда смотреть, чтобы проверять, как что записывается. И даже вот я распыляла на себя этого Ганимеда и попала на тетрадку, и мне до сих пор вот эти отзвуки отдаются именно аналога. Так вот, оригинал, он стойкий, аналог тоже стойкий, не просто так я посвящаю ему это видео, просто меня влюбил этот аналог. Я даже, чтобы напомнить себе, я уже один пшик делала, одного пшика достаточно. Вы будете чувствовать его, когда заходите в комнату. Ну, я нанесу второй, у меня холодная кожа, могу и третий раз нанести. Пусть этот любовник Зевса будет на мне. Я шучу, вы так не принимайте близко к сердцу. Я просто так околдована этим ароматом, так рада, что Ганимед в моих ручках, что он попал ко мне. Я как Зевс послала своего орла за этим Ганимедом. Ну, то есть я нашла то, что я хотела. Этот аромат вообще уже стал моим, наверное, парфюмерным я просто околдована им. И просто вот, ну, кому жалко денег, ну, приобретите вы эти 15 миллилитров, попробуйте. Он тоже вас заберет в свои сети, поверьте. И, наверное, и мужчин, и женщин. Я уверена на 100%, потому что я у мужа спросила, как тебе этот аромат. Он так... интересный, а он очень равнодушен к парфюмерии, его любимый парфюм это вообще там Dior с имбирем, а тут, ну, он сказал, интересный аромат, поэтому он достоин внимания, но я отхожу от темы. Значит, то, что Ганимед оригинал, я бы хотела, меня интересовал этот аромат, вы поняли. Вот этот аромат меня тоже устраивает, прекрасная упаковка. Стоил мне он со скидкой 35 белорусских рублей 15 копеек. Если говорить, сколько у них стоит вообще этот... аналог 37 белорусских рублей, то есть небольшая скидка у меня, 30 миллилитров 59 белорусских рублей, 50 миллилитров 83 белорусских рубля, а также 100 миллилитров можно у них купить за 99 белорусских рублей. Как видите, очень дешево. И если сравнивать, вот как в Республике Беларусь стоит Ганимед, если покупать 15 миллилитров, то это 155 белорусских рублей против вот этих 35 белорусских рублей. То есть, ну, достаточно. Вот мне захотелось попробовать. Не буду я тратить 155 белорусских рублей, все-таки мамочка, а тут буду тратиться на любовников Зевса. Вообще, кто такой Ганимед? Все, Ганимед. По одному определению, я не знаю, кем вдохновлялся Марк Антуан Боруа, но это один из спутников Юпитера, причем 7-й по расстоянию от него, самый большой в Солнечной системе. Вот такой вот спутник. Второе, это легенда. И когда я рассказывала эту легенду мужу, он, знаете, даже подумал, что я верю в эту легенду. Представляете? Мужчины, они меня удивляют. Вот действительно, мужчины с Марса, мы с Венеры, это просто они воспринимают женщин совсем
не так, как оно есть на самом деле. Или они верят в сказки, я не знаю. Короче, муж думал, что я реально верю в эту легенду. Ганимед, согласно греческой мифологии, это прекрасный юноша, сын троянского царя Троса. Из-за своей красоты похищен Зевсовым орлом, как я и говорила, на Олимп, где сделался виночерпием на пирах богов. Ой, бедный, был сыном царя, стал виночерпием, вот не знаю, хорошо это или плохо. И также он стал возлюбленным Зевса. Ну, однополые отношения здесь идет речь. Ему также были дарованы бессмертие и вечная молодость. Также я была в этом году в Эрмитаже, и там тоже, оказывается, есть статуя Ганимеда, как он вот с этим орлом похищается. Я вставлю снимки. Вообще это, оказывается, такой очень известный персонаж в мифологии, в статуях, везде. Даже в Ватикане есть статуя. Однополые отношения, естественно. И, ну вот как я могла упустить парфюм с названием таким интересным. Много есть вообще произведений искусства, где вот Зевс посылает орла, чтобы похитить Ганимеда. Ганимед был преображен в Бога, ему были дарованы бессмертие, вечная молодость, то есть метаморфоза вот этого вот Ганимеда заключается в том, что превращение человека в бессмертного, ну и здесь это полностью отражено, просто фантастический аромат. Значит, обратимся к пирамиде. Ганимед Марк Антуан Баруа, если оригинал рассматривать, это аромат для мужчин и женщин. Я полностью согласна с этим. Группа древесные, пряные. И выпущен он в 2019 году. Вот почему сейчас только именно шумихи вокруг этого аромата, я не знаю. Тем более говорят, что так много аналогов, уже ничего такого нового в нем нет. Но для меня это потрясающий аромат, это что-то новенькое, это что-то такое пробуждающее. Нравится мне этот аромат. Парфюмер легендарный Квентин Биш, и верхние ноты, но на фраге там не указано, что это верхние ноты, начинается с минеральных нот. То есть что такое минеральные ноты? Это бетон, камни, асфальт, может быть еще что-то, добавьте, буду ждать вас в комментариях. Также шафран, здесь замша, лист фиалки. Средние ноты, интересная такая нотка, акигалавуд. То есть это деревья и мхи, и бессмертник. Люблю этот цветочек именно в уходовой косметике, а здесь этот цветочек именно в нотках. И нижние ноты, то есть базовые, это итальянский мандарин, именно итальянский, китайский османтус. Ну, как видите, такие вот самые новомодные, маркетинговые такие нотки, на которые все как мухи на варенье слетаются. Я в том числе, я не отрицаю. Что чувствую я, когда я наношу? Я считаю, что это аромат, в котором вот при первом же нанесении, здесь еще мне мало моей холодной кожи, вот минеральные ноты и много-много замши. В принципе, как и оригинала. Создано прям по мотивам, на мой взгляд, точь-в-точь. У меня был от Левант Ганимеда, естественно, как я могла упустить такой аромат. Но вот я считаю, что лучше заплатить вот за это удовольствие и вот так же обливаться, как я, если у вас особенно холодная кожа. Но мне его все мало и мало. На бумаге блоттере у меня вот, знаете, что я чувствовала? Это я сейчас, чуть не уронила это волшебство. Ну, оно не разобьется, уже проверено. Значит, наверное, не знаю, может со второго раза и разобьется. Значит, на бумаге блоттере фиалка такая дает здесь, знаете, где тут фиалка? Она фиалка в верхних нотах, лист фиалки, такой мармеладный привкус, да. А потом уже такие вот на блоттере размягшие, потухшие такие цветочки, но мне это нравится, этот аромат. И также еще вот потом, как будто вот тебе на лицо кладут глянцевый журнал, и ты прям от этого затыхаешься. И мне так нравятся эти ощущения, и прям я их хочу получать и получать. Еще на эту руку распылю. Мне хочется быть вот под этим листом плотным, свежим, глянцевой бумаги. Также я ощущаю, что здесь, вот я прям нанесла себе, это
какая-то типографская краска, ее так много, и она такая свежая, что остается на пальцах и других вот глянцевых страницах. Также здесь ощущается, мне очень это нравится ощущение, знаете, в журналах всегда раньше были такие пробнички, и всегда или надо было потереть рукой, и вот именно я вот это ощущаю, как будто я по журналу потерла рукой, и вот этот вот перемес парфюмерии и вот этих глянцевых страниц, ой, ну такая здесь... Для меня здесь, знаете, вот два начала в одном. Здесь вроде бы и холодный аромат, а вроде бы и согревающий за счет своей немножечко фруктовости. Да, здесь какая-то, знаете, я бы даже выразилась, холодная сладость такая вот. Именно, ну, наверное, все-таки Ганимед мальчик более в сторону холодного. Он одновременно нежный и холодный одновременно. Слышу фиалку, замшу, какой-то прохладный вот этот свежий воздух Олимпа, куда забрал его Зевс. А позже, знаете, вот спустя 3 дня, я уже неделю его разнашиваю, я ощутила, знаете, вот как мне консультант сказал, что она чувствует здесь мандарин или апельсин и металл. И реально мне вот стала чувствоваться подсохшая такая мандаринка с вчерашним чаем, наверное, за счет вот этого османтуса. Мой антидепрессант и какой-то вообще психостимулятор. Вот реально, я так ненавидела всегда осень-зиму, вот эти холодные времена года, а сейчас, знаете, мне даже тепло. Этот холодный мальчик меня согрел. Когда вот черная орхидея Том Форд это для меня исповедь, то вот этот вот холодный мальчик, он такой красивый. Я в него влюблена. Я, кстати, всегда была неравнодушна к блондинам, муж у меня брюнет. Я бы отнесла, вот не знаю, какой вот мне представляется Ганимед. Наверное, холодным блондином. Пускай будет холодный блондин. Вот многие говорят, что здесь какие-то бинты, там стоматология СССР. Я никаких бинтов здесь не чувствую. Так же, как и в Бакаре. Меня не навевает на какую-то там гнойную хирургию, бинты, там йод, раны. Нет. Не похоже это на Бакару, тоже пишут какой-то абсурд, на мой взгляд. Здесь высушенные лепестки шафрана. Шафран есть здесь? Был, по-моему. Да, шафран в верхних нотах. У меня холодная кожа, поэтому я обращаю внимание на верхние ноты. То есть вот минеральные ноты, шафран, замша, лист фиалки. Это вот мое. Дальше что идет? Вот это Акигала Вуд и Бессмертник. Ну вот мандарин почему-то чувствую в базе. Ну как вы видите, спустя несколько дней вот эта база разошлась и на моей холодной коже. Ну вот высушенные лепестки с шафрана. Даже такой вот натуральный, растертый в руках шафран. Запах землистый какой-то, замши, но не грубой замши. Богатый аромат, вот реально по альфакторным ощущениям. Сын тоже, он чувствовал глянцевость, то есть как пахнут глянцевые страницы. Для кого-то это старая колода карт, даже у меня есть старая колода карт. Ну, нет, ну, может быть по ассоциациям. Но если положить вот рядом старую колоду карт и глянцевый журнал, может и будет что-то, может и есть в этом что-то. Также такие еще ассоциации, знаете, сравнивают, еще я читала на Фраге, чтобы познакомиться более близко с этим ароматом, то, что напоминает аромат мази Вишневского. Я очень часто применяю мазь Вишневского на раны сыну во вросший ноготь. Извините, что вот идет грань между парфюмерией и такими подробностями, но он очень помогает тогда, когда ранка воспалилась от вросшего ногтя. У меня у ребенка бывает иногда такое, и мне нужно его лечить. И всегда помогал этот аллинемент бальзамический по Вишневскому, и многим напоминает аромат этой мази Вишневского, этого Ганимеда. Знаете, да, отдаленно напоминает, я так балдею от этого аромата, здесь деготь, насколько я знаю, в составе, деготь березовый, ксероформой, кремния, диоксид коллоидный, безводное, масло касторовое.
Напоминает, кстати, очень интересный нишевый аромат мази Вишневского, но напоминает по-хорошему. Здесь скорее вот минеральные ноты и много-много замши. Вот так вот. Или вот для людей еще вторая вот категория людей, что апельсин или апельсиново-мандариновый фреш в металлическом стакане, скажем так. Это я уже сама тут надумала, но бывают такие ощущения, то есть разные могут быть ощущения. Еще вы понимаете, что девушки, у них меняется гормональный фон, и я в том числе, у меня меняется. Иногда запах так чувствуется, иногда так. Но у меня в любой мой период жизни этот аромат мне доставляет удовольствие. Это какой-то, как будто вот новый, необыкновенный человек, который появляется в твоей жизни, он остается мечтой. Например, вот пускаешь на него слюни, на этого человека, но вот как будто влюбляешься. Ну, необыкновенный аромат. Я навеки принадлежу уже вот этому вот Ганимеду, он такой неуловимый, такой волшебный. После него другие ароматы неинтересны. Мне вот захотелось неделю обливаться именно им, и я еще больюсь. Это такое удовольствие. Как, знаете, даже вот про первую любовь. Как девочка, например, в классе влюбилась в мальчика, самого красивого мальчика в классе. Он вроде бы такой недоступный, этот мальчик. Но вот это вот так вот и Ганимед. Кстати, я была влюблена в мальчика в моем классе. По секрету скажу. Также сравнивают этот аромат с тосканской кожей Форда. Нет, тосканская кожа Форда, я делала подарок одному человеку, вот эту тосканскую кожу Форда дарила, там скорее такая кожа, там не замша, а именно кожа такая нежная, на мой взгляд, и в сочетании с шафраном и малинкой. Здесь совсем другая история, здесь совсем другое, здесь замша, много-много замши, чтобы вы могли понять. По своему ДНК этот аромат ближе к мужскому, может быть, но он заряжен такой вот энергетикой, хотя и не громкий, и не динамичный, но есть в нем какой-то вот релакс. Пахнет, я еще прочитала такое сравнение, зилддженом. Я была просто удивлена, это оказывается название железа для барабанов, вот прям в точку. Это я на Фраге нашла, такое сравнение интересное. Ой, краткость не сестра моего таланта, продолжаем дальше, остановилось время. Значит, мое определение этого аромата – это минеральность, это земные фиалки, которые завернуты в кожу. Также база здесь такая сладковатая, пудровая, какая-то мандариново-персиковая за счет, наверное, османтуса или мандариново-абрикосовая скорее. Немного такая шершавенькая. Вот я влюблена и в базу. Зимой, когда холодно, ощущение какого-то вот волшебства будет, на мой взгляд. Это вот у нас было похолодание, я его наносила, и вот, знаете, как будто вот волшебник взмахнул палочкой своей и распылил вот капельки такого ледяного, холодного шампанского. Причем это шампанское с мандариновым соком, может быть даже со спрайтом. Потом смягчается все, становится слаще и вылазит нотка фиалки и османтуса. Также, да, у меня есть ассоциации с новым салоном авто, также игральные карты. Ну, у каждого вот это вот восприятие металличности, это индивидуально. То теплый, то холодный, то округлый, то игривый, то цитрусовый, цветочный, замшевый, всесезонный, универсальный. Вот столько определений у Ганимеда и у аналога тоже. Мое парфюмерное я, он победил и Бакару, и Кирке, на мой взгляд. Я его ставлю на первое место. Просто космос, действительно, это какая-то космическая пыль. Тоже сравниваю, что так пахнет космическая пыль. Может быть, он настолько вот модный, что у меня у меня реально сводит мои скулы от этой вот
его модности. Он реально модный. Я не просто так сегодня в коже. Это натуральная кожа. Поясняю, уже огнем не буду проверять. Моя свечка уже сгорела. Он вот реально, я вот балдею от этих вот глянцевых ноток. Что-то в этом есть. Даже я здесь вот встану со своим микрофоном, покажу кожаную куртку. Вот моя кожаная куртка, она из натуральной кожи, поясняю, потому что есть люди, которые не верят. Она из натуральной кожи, видите, какая тут классная спина. И вот мои ассоциации. Значит, вот я взяла лимонную воду, разлила на эту курточку, также присыпала какой-то вот таким вот пенициллином, посыпала. И еще льда так немножко насыпала. И вот я это ощущаю от этого инопланетного Ганимеда. Повешу курточку. За счет минеральных нот также здесь иногда чувствуется такой разведенный цемент. Да, есть иногда такие ощущения. Также напоминает, знаете, синтетическую линейку ароматов Comme des Garçons, там, где там гараж, авто, автомеханика, пластик, битум. И вот именно эти минеральные нотки, они прекрасно звучат, наверное, на холоде. На мой взгляд, проявляется вот эта вот минеральность. Реально здесь минеральные ноты, они какие-то новаторские, космические. Вроде бы Comme des Garçons уже применяли минеральные ноты, такие модные, но именно здесь они новаторские. В шлейфе вот этот османтус абрикосовый, слышу какую-то вот реально городскую минеральность, затем всплывают цветы и фрукты на деревяшках слегка. Также, знаете, еще что напоминает? Монталь чистое золото напоминает, но здесь очень сильная диффузность, то есть заполняет очень сильно пространство. Как оригинал, как и аналог. Я его чувствую всегда, и мне это очень нравится. Красивые минеральные ноты, пыльная замшевость, готова носить каждый день. Также здесь какие-то, вот я ощущаю, вот за счет вот этой металличности, какие-то техногенные цветы, может быть. Ну вот, видите, тянет здесь и на космос, и на космическую пыль. Я очень была влюблена еще в детстве в звездного мальчика. Очень мне нравился, и я вот считаю, что это аромат этого звездного мальчика. Пахнет также иногда вот за счет замшевости галантерейным магазином, где продаются разные сумочки, кошелечки, да. Да, мне здесь нравится все, и название, и ноты, как звучит и на холодной, и на горячей коже. Я считаю, что основная мысль уловлена в этом аналоге. Он стойкий, он шлейфовый, этот аромат B1 код. И даже фрукты есть здесь, как в оригинале Ганимед. Он напористый, но одновременно он не душит, он не надоедает. Здесь не дешевая база, на мой взгляд. Он не разбавленный, как мне многие пишут, что аналоговая парфюмерия, она разбавленная. Вот эти парфюм, мне кажется, не разбавленная. Очень хороший, достойный, стойкий аналог. Любите ли вы, кстати, Ганимеда, так как его люблю я? Вот можете попробовать, кто хочет Ганимеда, именно этот аналог, он стоит недорого. И расскажите мне, какие вы еще знаете аналоги Ганимеда, о которых не знаю я и о которых я не упоминала в этом видео. Мне будет очень интересно почитать. А мы с вами встретимся также в таких социальных сетях, как запрет грамм в Российской Федерации или Инстаграм. Также не забывайте, что у меня есть Телеграм, Яндекс.Дзен, но больше всего я люблю общаться с вами в комментариях. YouTube. Я обожаю YouTube и буду рада встретиться с вами. Давайте обсудим этого звездного мальчика или любовника Зевса. Пока-пока, увидимся в следующих видео. Уже скучаю. Не давайте мне скучать.